Всем привет, друзья! Всем тем, кого я давно не видел, и те, кто не видели меня. В этом видео мы не будем гонять на газели, не будем гонять на фуре. В этом видео мы поменяем с вами ступицу вот на этом прекраснейшем автомобиле Nissan Tiida. В общем-то, загудела у меня ступица. Скорее всего, правая. Приобрел я вот такую ступицу. Смотрите. Гарантия. Вот такой фирмы. Кто знает, что за фирма. В общем, кто может сказать, что это производство, тому ничего не будет. В общем, смотрите. Такой номер. Стоит она недорого, 3100 рублей. Вот надо по штрих-коду как-то определять страну. Надо в интернете посмотреть. В общем-то, вот Nissan Tiida. Попала стоимость этой ступицы 3100 рублей сегодня на 2024 год. Гарантия. Здесь я понимаю одно. Написано на русском языке. Что нужно, как нужно устанавливать. Вот. Дальше. И здесь я понимаю одно. Написано Япон. Вот. Такаяма, Ляма, все такое, ЛТД Корт. Ну, может, в Китае сделано по лицензии, а может и в Японии. Ну, навряд ли в Японии, я не знаю. У нас сейчас с Японией санкции какие-то. Ну, запчасти все у нас продаются в магазине. Посмотрим, что там нам положили. А вот такую ступицу. В общем-то, зачем меняем ступицу, я вам расскажу. А затем, что подшипник на этом Nissan не меняется отдельно, а меняется вместе со ступицей. Вот он и есть такой подшипник. Как говорится, вот эта штучка под АБС у нас шайба. И там вот он и находится впаянный. Его просто отсюда не выпаять, ой, не выпрессовать, его просто тут нету. Здесь вот это вот как обойма часть, а внутри шарики, сепаратор, вот он весь подшипник. Вот такой у него номер, смотрите. В общем, начинаем. Для этого нам понадобится для того, чтобы поменять это все. Сколько это проходит, я не знаю. Ну, отзывы читал. Никто плохих отзывов не написал. На какие-то запчасти пишут плохие отзывы. Ну, вот на эту я не нашел. Делают разные фирмы. Вот это кольцо. Вот здесь вот датчик АБС. Здесь вот датчик АБС гуляет у нас. Для этого нам понадобится ключ вот такой на 30. Здесь у нас больше вот на 30. Монтажка. Сначала ослабляем эту центральную гайку, потом снимаем колесо, поддонкрачиваем, ставим какой-нибудь упор, чтобы это все не упало. И дальше я вам буду показывать, как это делать. Видео для тех, у кого такой автомобиль, и кто не знает, как поменять своими руками. Вроде бы тут все так несложно. Начинаем. Для этого берем вот такую монтировку, или похожую на нее. Ставим автомобиль на ручник. Если ручник не держит, то это неправильно. Тогда ставим под колесо что-нибудь, башмаки какие-нибудь. Но я думаю, он должен. Выворачиваем колесо. Иначе, смотрите, монтажка я сейчас зацепим за крыло. Лучше его вывернуть. В общем, одним словом надо открутить нам центральную гайку, снять колесо. Это все банально просто. Раз, вставляем наш ключик, выворачиваем. У нас тут уже гидроэлектроусилитель. Ну, мы можем и так запустить, чтобы не мало. Приступаем, ребята. Ставим монтажку. Для чего колесо вывернул? Чтобы не цеплять крыло. Видите, у меня дырка здесь, должна быть здесь. Все. Ух ты, она пошла, как легко. Я одной рукой взял. Я по привычке, как на фуре. Думал, сейчас буду прыгать ногами на этом болту. А на самом деле, смотрите. Здесь был еще шплинт вот такой. Шплинт. Этот шплинт я убрал.
В общем, пособие по снятию. В общем, вот так мы. В общем, все это откручивается. Теперь берем, откручиваем все 4 тоже гаечки. Здесь у нас такой штатный донкрат. Nissan, вот видите, написано. Но потерялась вот эта штука, не знаю, куда делась. Может, в деревне где-то. Этим донкратом мало кто пользовался, в основном шиномонтажки. В общем, вот этот автомобиль мы брали новый, совершенно новый, 10 лет назад. За 670 тысяч, по-моему, в автосалоне. В автосалоне, не в бэушном, в новом автосалоне, в дилере, у дилера Nissan. У дилера Nissan. За всю эксплуатацию, за все время у него 163 тысячи пробегов. Стало шуметь ступица, по-моему, правая. Поменяем правую, если будет шум, то и левую заменим. И сновья у нее стал заедать стеклоподъемник. Это давно уже было сновья. У меня жена на нем постоянно ездила, на этом, ну там ребенка возила в школу туда-сюда. У него вниз опускался хорошо, а вверх не всегда заедал. Поэтому мы его отключили. Мне было некогда этим заниматься. Я как-то полазил там, что-то с моторчиком, что-то контакт где-то не контактит. Но это какой-то дефект. Это уже после гарантии, когда на нее была гарантия. После гарантии вот этот стеклоподъемник. И, кстати, я посмотрел на ютубе, по интернету, и оказывается, у многих вот этот именно левый стеклоподъемник перестает работать. Это не только у меня. Такая проблема у многих. Именно вот этот стеклоподъемник. Не тот, а вот водительский. Может быть, им чаще пользуются. Ну, кстати, на Алиэкспресс я посмотрел, моторчик стоит 3000 рублей. Время будет, разберу. Сниму моторчик. Если не удастся сделать его, поменяю. В общем, поменяю этот моторчик. Вот так. Если надо, покажу, как исправить это дело. То не очень удобно ездить. Я сейчас на фуре не работаю, дома. Поэтому чаще. А так всегда я ездил на этом автомобиле. В основном вот на этом сиденье. Вот на этом сиденье, на пассажирском. И я всегда и катался. Я сяду сюда, возьму пивка. И поехали мы на тачку отдыхать в деревню. Водитель у меня был лихой и бодрый. Поэтому, знаете, когда постоянно работал на фуре в дальних рейсах, мне не очень-то хотелось вот приехать домой на 2 дня, на 3 там у меня могло, в месяц у меня 4 выходных, и потом еще садиться за руль и где-то там кататься, блядь, как бы не ограничивать себя в чем-то. Поэтому я и не ездил на ней никуда. И на Волге не ездил. Вот, сейчас приходится ездить. Так, начинаем мы подъем нашего прекраснейшего, чудеснейшего автомобиля. Колесо мы используем в качестве страховки. Вот сюда подсунем. Ну, вдруг что, хотя замкрат этот достаточно надежный. Вот так, ребятки, мы сняли колесо. Потом легким движением пальцев откручиваем эту гайку. Все на ней откручивается. Применяем к ней силу, этот ключ. Вот так, смотрите, как здесь все. Да, кстати, в этом автомобиле еще был заменен удален катализатор. Совсем недавно у нее начала вылетать ошибка катализатора. Не знаю, что с ним случилось. Короче, новый покупать не стали, он очень дорогой. Просто его удалили и прошили блок управления. Сейчас она его не показывает ошибку и не видел. Так, в общем, в сервисе сделали нормально все. Так, теперь мы выровняем тут все, поставим ровненько, снимем суппорт. Какие-то нам тут ключики надо, наверное, 14. Так, вот таким образом мы сводим колодки, то есть вдавливаем цилиндр
Вот таким вот образом. Вот видите, он сейчас будет шататься у нас. Иначе мы... Вот видите, все. Кстати, на некоторых иномарках, на немецких, есть такое, что не вдавливается. У меня была Audi, в нее вкручивается. То есть тоже я как-то, ну, давно, да, очень давно Аудюха была. У нее надо дисковые тормоза снимаются и таким шестигранником вставляется, и как бы он вкручивается. Вот этот вот сам цилиндр суппорта. Поэтому я по незнанию тоже когда-то давил, ё-моё, потом допер. А на этой, да, это просто вдавливается, как обычно, на всех автомобилях. Ну и все. Вдавили. Все у нас здесь. Тоже у нас вроде люфтов нету никаких. Сейчас откручиваем вот этот болт. Вот этот болт. Снимаем суппорт. Конечно, бы тут помыть мойкой, что ли, маточком. Сейчас я, наверное, мойку. Грязи тут, конечно. Откручиваем. Вот таким способом откручиваем. Вот таким способом откручиваем. Вот эти вот болты, держащие суппорт. Оба откручиваем, поэтому лучше нам его снять, чтобы он не мешался. Тут вообще при замене колодок можно не откручивать, один открутил и таким образом, допустим, колодки поменял, да? Ну, лучше нижний там поднять. А здесь, кстати, не получится. Нижний обычно снимаю. Нет, здесь, наверное, не получается. Так, смотрите, раз. Вот она... получится, она просто нижний. При замене колодок снимаем нижний один. Шланг не дает. Болт. Откручиваем нижний. И вот так поднимаем вверх. За низ. Раз, и колодки у нас вот так вот выпадают. Но при замене подшипника нам придется его полностью снять. И вот здесь опустить, чтобы он нам не мешался. Или подвязать там куда-нибудь. Убираем все эти колодочки у нас тормозные. Вот таким образом колодки у нас отличнейшие. Недавно были заменены. Также мы их и поставим, как было. Чтобы они как притертые, так и есть. Так. Так. Потом, следующий момент. Убираем. Снимаем вот здесь вот есть гайка. Болт один, болт второй и болт третий. Вот этими двумя болтами держится вот эта скоба. Убираем скобу. Убираем диск и начинаем вытаскивать. Вот здесь у нас есть датчик АБС. Вот провод идет на датчик АБС. Нужно ступицу осторожно вытащить для того, чтобы не сломать датчик АБС. Вот так. Смотрите, как новый, не прикипел ничего, тут было чем-то смазано. Вот делает, да? Сейчас бы на нашей начни разбирать машине. То прикипит, то приржавеет, то еще что-то. Что мне вот иномарки нравится. У меня была Audi 100, блин. Давно еще. Годы там. Блин, тоже все откручивалось. Вообще, один раз как-то Ниву на запчасти разбирал. Ужас там. Я вообще и грел, и сваркой. Я болгаркой пилил эти, блядь, болты. Так приржавеет, прикипит, что хана, блядь. В общем, так. Скобу. Убираем скобу. Пыльнички целые, смотрите. Там даже смазка есть. Я хотел промазать, но, наверное, не буду снимать. Потому что я слышу, что там смазка. Когда нажимаю, я слышу, что там она как булькает смазка. Ну, в общем, видно, слышно, что смазка. Вот это сколько, 10 лет. Все целое, резинки целые.
Так, сняли скобу. Снимаем диск. Пауки лазят у нас. Гости. Диск отправляем сюда, на покой. Откручиваем еще. Еще у нас 3 болта. А вот здесь они находятся. Здесь 1, 2, 3. Вот главное нам их открутить. Тоже ключик на 17. Вот посмотрим, как они открутятся. И все, и будем ступицу эту ликвидировать. Кстати, вот в этом месте, смотрите, желательно иметь вот такую тонкую головку. Ну, не широкую, там, не длинную. Ну вот, смотрите, тут неудобное место. Вот я выкрутил болт. Место очень неудобное. Так, эти болты немножко длиннее, чем вот эти. Ну, заполним так. Поэтому смотрите, если будете делать, имейте в виду, что здесь тяжело подвесить один болт. Здесь вот легко, они по низу находятся, а верхний тяжеловато. У меня по случаю оказалась вот такая вот головка, вот такой длины. Все болты откручены, вот 3 штуки. Сейчас будем... А, ступица-то не отходит. Значит, что будем делать? Применять ударный метод. Наш российский ударный метод съемки. То есть, как у нас делается. Кувалда вот такая. Ломик на. И пошел. То есть, сейчас будем постуковать. И она должна вот здесь вот отойти. И тихонечко, чтобы датчик этот не накрыть, не сломать. Там датчик вот такой. Торчит датчик. Он вот в этот паз заходит. Вот она так стоит. Паз вот такой есть. И нужно аккуратно ее так вытащить. Так, друзья, показываю, как снять датчик АБС. Многие в интернете пишут. При замене подшипника. То есть подшипник у нас вот такой. Вместе со ступицей идет. Показываю, как снять датчик АБС. Некоторые дергают, начинают выбивать его вместе с установленным датчиком АБС, рискуя сломать его. В общем, датчик здесь выкручивается, вот этот болтик на 10. Откручивается он достаточно легко. Потом берется вот так вот ножичек и немножко так вот подковыривается по краям. Если не идет, берем вот такую вот штучку какую-нибудь, ну, что-нибудь наподобие. И вот так легонько туда-сюда, туда-сюда. Его расшатываем. Он вот так немножко расшатается. Вот видите, он шатается уже. Раз, два. Вот по этому краю чуть-чуть вниз, вверх. Он пластиковый. И все, его так, таким движением, шатанием мы раз его и вытащили. Все, не надо никаких усилий применять. И не бояться о том, что вы его поломаете при установке ступицы. Почему мы меняем ступицу? У нас, видите, на этой модели все влитую. Ступица, ну, в общем, запчасть такая одноразовая. Все тут вместе идет. Начал немножко шуметь. Пробег у машины 160 тысяч. Поэтому я решил поменять на новый. Вот, с той стороны я уже заменил. Вот с этой стороны. С той стороны, да, я датчик не снимал. Ну, заодно можно его и почистить, протереть. Все как положено. То многие в интернете начинают вытаскивать, потом боком, раком, боятся вот это вытащить. Он пластиковый. У него основание пластиковое, поэтому он не прикипает к металлу. Его немножко пошевелить надо в бок, туда-сюда, и все, он вылез. Поэтому не надо бояться, что он прикипел, там, присрался там. Вот. Ну, по крайней мере, на моем автомобиле он не прикипел. А теперь можно смело, открутив вот эти вот 3 болта, один и снизу 2. Вот здесь вот они держат ступицу.
Здесь один и здесь вот. Вот такие я их уже вывернул. Теперь можно смело постуковать из сторонки в сторону. Вот так вот по сторонам. Опа. И это самое. И вытаскивать ее. Можно вот какую-нибудь деревяшку подставить. И по деревяшке стучать. Хотя нам эта ступица уже не нужна. Она одноразовая. Поэтому жалеть ее не обязательно. Можно ее просто стучать сюда. Вот так. Таким вот макаром. С помощью молоточка вот этого берем и отстукиваем ее. Вот она потихоньку начинает отходить. Вот так мы смело стучим. Опа, и она отошла. И мы ее смело можем вытащить, не боясь сломать датчик. И все у нас тут на месте. Вот, пожалуйста. Вот она. Кстати, это еще нормально. Я не знаю, может я зря тут у меня. Это, считай, более-менее нормально. Вот правую менял ступицу, у нее вот так вот крутишь. Крутим вот так, да? И слышно она как будто бы уже. Как будто бы она уже. Все, зачищаем здесь все аккуратненько. И ставим новый. Не знаю, что его бояться. Датчик, как датчик. Пластиковый. Мы его протрем сейчас вот так тряпочкой. То я смотрел в интернете ролики, ну посмотрю, думаю, как они там делают. Все что-то его боятся вытаскивать. Он пластиковый. Он сильно не присыхает. Вот он спокойно сюда. Можно побрызгать, помазать, чтобы он в будущем не прикипал. Тут магнитик стоит обычный. Контакты. Раз вот так закрутил, да и все. Видите, он здесь выпирает. Вот. А эта штука, вот эта штука, она туда вот идет, вот прорезь. И многие начинают вот так выеживаться, ну, чтобы это его не сломать, там как-то загибать. Вот, блин. Бред с языка был. Просто ставим, датчик на место устанавливаем. Ничего не надо. Помажем сейчас здесь. Помажем здесь немножко. Вот это вот, кстати, у меня шлицы. Шлицы тяжело сошли здесь. С той стороны легко, а здесь как бы тяжелее. Здесь немножко прикипело. Вот такое здесь устройство, ребята. Теперь берем ступицу новую и спокойненько вставляем. Не боясь сломать никакого датчика, шматчика и все такое. Проворачиваем вот так. И закручиваем. Ставим ровно. Вот это должна быть сверху одна, две снизу. Устанавливаем пыльничек. Устанавливаем колесо. Затягиваем его. И после этого приопустим домкрат и протянем вот эту гайку. Ну и колесо тоже протянем. То есть болты эти протянем, это протянем и зашплинтуем. Ну и все, на этом мы закончим ремонт нашего прекраснейшего автомобиля. То же самое можно. Принцип одинаковый. Nissan Qashqai, Nissan Note. То же самое, как заменить. Ну, Nissan Note и Nissan Tiida ступица вообще одинаковые. Вроде бы, если я не ошибаюсь. На Qashqai уже другая. Но принцип замены тот же самый. Я смотрел. Ступица похожая. Я смотрел, ступица очень похожая. Сейчас дождь пойдет, ребята. Постоянно он уже сегодня с утра шел дождик. Вот так вот у нас куда-то делась эта штука. Со временем она куда-то исчезла.
турель домкрат крутить. В общем, опустили, протянем колесо хорошо. Кстати, рекомендую эту машину Nissan Tiida. Очень качественная, очень простая. Даже при пробеге 160 тысяч можно ее брать. Но если хорошо она эксплуатировалась, не убивалась, то если пробег не отмотанный, то у нее состояние отличное, можно сказать. Идеальное. Комфортно идет, мягко. В кабине с виду она как бы маленькая такая машина, но с виду как бы она так, но внутри очень комфортно. Внутри просторно очень. Сиденья очень просторные. Расстояние между... Спокойно тут пассажиры сидят. Смотрите, какое расстояние тут. Любой человек садится. Тут кто попадает в эту машину первый раз, думает, нифига, как на джипе. Тут даже больше, чем в Кашкае место. И спереди как бы шире кажется. Сиденья вот эти. Вот так они складываются, опускаются туда. Ну, ровно не делается, но и это также, и второе. В общем, такие вот дела. Очень экономичный по трассе. Идет очень экономично. Литров 6 где-то. 7 по трассе, в городе тоже 8, там 7. Ну, смотря какой город, какие пробки, это уже сложно. Сложно. Городской цикл, да. Сколько светофоров тут как бы. Ну, литров 8. Отличная машина. Просто отличная. Простейшая, отличная. Ну, есть, конечно, минус. Если залезть под капот и что-то там попробовать отремонтировать, места вообще нету. Не залезть никуда. То есть, открываем капот. Вот тут вот все так сделано. Даже лампочку поменять. Просто руки не залазят. Или куда-то залезть. Ну, это капец. Сделать ТО здесь, наверное, надо только снизу делать. Снимать защиту и менять эти ремни, ролики там. Сверху вообще нереально. Так, мы купили китайца, блин. Хавала, да? Там открываем капот, и ё-моё, там места сколько. Там вообще все, блин. Что хочешь делай. Свободного места полно. Ну все, ребятки, всем пока. Как говорил наш общий знакомый, один дальнобойщик, живите громко, не болейте. Мы поедем на этой машине. Я поеду на этой машинке, прокачусь по трассе. Послушаю, гудит или не гудит. Если шум будет стоять, значит с этой стороны придется заменить. Ну, придется заказать. Вот такие дела. Всем пока. До скорого.